Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшение вот с такими подвесками. Я показывала в распаковке такие подвески, очень они мне понравились. И необычные, так как здесь металл идет под цвет меди и покрыта патиной, не натуральной, конечно. И цвет патины с голубым оттенком. Знаем, что еще есть фурнитура под бронзу, которая покрывается патиной, только уже, например, вот другого цвета немножко бывает, зеленоватая такая, да? Ну а здесь совсем другой цвет, и очень уж красиво смотрится медь с голубой патиной. К этим подвесочкам я подобрала бусины. Конечно, эти бусины у меня были предназначены для другого украшения, но они так сюда хорошо подошли, что я решила сделать с этими бусинками. Ну и еще подобрала вот такие. Гавлит. Посмотрите, какие глянцевые. Они блестят, не матовые, а вот именно покрытые, наверное, как лаком. Такие блестящие. И одна у меня есть бусина. Вот такая, тоже под гавлит. Но немножко цвет, видите, другой. Я думаю, ничего страшного, если она будет в центре стоять у меня как украшение тоже будет. Еще я подобрала вот такую вот бусинку. Когда-то я покупала, длинная нить была. Всех разных оттенков были такие палочки, бусинки. Здесь отверстия есть. Очень удобно использовать, какой вот вам нужен цвет. Можно выбрать из этих бусин и применить в украшении. У меня их уже осталось так мало. И вот одна у меня в таком же тоне осталась. Хорошо подходит. Здесь посмотрите, какие оттенки все интересные. И хорошо подходит под бусинки. Эти бусинки тоже мне очень понравились. Здесь оттенков несколько, и здесь такие прожилочки блестящие. Мне кажется, такие бусины можно и с бронзовой фурнитурой, и с медной фурнитурой, и, я думаю, еще и золото какое-нибудь античное. Если попробовать проставить, я думаю, тоже будет ничего смотреться. Вот такой у меня комплект. Ну и еще я вот, смотрите, нашла у себя. Когда-то покупала медные такие подвесочки. Так как здесь медь и по форме очень подходит, да? Один в один, считайте, форма. Ну, конечно, я подготовила очень много фурнитуры. У меня вот уже высыпало. Здесь у меня такой беспорядок творческий. Прикладывала, что мне больше подойдет. Ну и хочу поделиться с вами, конечно, своей идеей, что я сделаю, что у меня получится. Посмотрим в конце видео. Ну, а я буду делать на мемори проволоке. Двухрядная получится у меня. Мемори проволоку я беру металлическую под серебро. Вот, смотрите, примерно как я обрезала мемори проволоку. Чтобы потом здесь закрутить петельки, я немножко больше половинки круга отмерила. И здесь вот так вот заходит друг на друга. Нижний ряд у меня будет вот с этими подвесками. Конечно, в серединке я хочу поставить эту бусинку. Она мне очень понравилась. Здесь отверстие не посерединке, а чуть-чуть сбоку идет. И хорошо, я думаю, вот так будет видно смотреться. Конечно, здесь я вот так хочу поставить, но здесь мне нужно подобрать бусинки. И такие бусинки, чтобы они здесь вплотную легли. Сейчас я надену и покажу вам, что я подберу. Вот такие у меня ромашечки, очень-очень маленькие. Совсем немного осталось, я их где-то использовала. И вот такие плоские бусинки, они идут вот так полукругом, загнутые. И она хорошо, такая плоская бусина, обнимает палочку вот так. Здесь я оставлю ромашечку эту маленькую.
И у меня хорошо здесь становится этот вариант. Эта подвесочка, она гнется. Если здесь у меня маленькое расстояние, можно поджать немножко, и все стало на место свое. И вот такие вот плоские бусинки. Они как универсальные, ко многим подходят украшениям, вариантам, чтобы сделать как стопорные. Очень хорошо. Вот такой набор. Ну и теперь я сейчас подберу и покажу, что буду дальше делать. Фурнитуры будет у меня много и разной. Поставила я шапочку, потом бусинка. Бусинка у меня 12 миллиметров. И хочу я вот такие разделители медного цвета. Я покупала в Дом бусин в магазине в интернете. И соединить два ряда. Вот так они у меня будут стоять, и чтобы два ряда держались. И теперь я поставлю вот такую подвесочку. Продеваем. Можно бусинки. Сейчас я надену. Вот как я поставила здесь бусинки. И хорошо между подвесочкой такая конструкция у меня получилась. Палочка, разделитель, которая будет соединять второй ряд. И вот посмотрите, как смотрится неплохо. Теперь у меня есть вот такие бусинки, я показывала из магазина Elbit. Тоже поставлю. Она красивая, очень даже. Есть у меня вот такие бусинки. Это уже пластиковые, но очень красивые. Не отличишь от металла. Они легкие. Я думаю, не будут утяжелять одновременно украшения. Я не думаю, что оно получится тяжелым. Можно и поставить. Но вот, чтобы они вместе стояли, нужно что-нибудь поставить между ними. Ну вот, я поставила здесь бусинку. Она уже вплотную легла, и не видно ничего. И не двигается бусинка. Потом вот такие бусинки. И теперь мне нужно вторую сторону набрать также. Потом уже набирать основной верхний ряд. И теперь я начинаю делать верхний ряд, основной, который мемори проволока будет полностью до шейки. А нижний ряд будет крепиться уже наполовину где-то. Вот такие бусинки у меня из Дома бусин, магазина интернет. Чтобы их поставить, нужно внутри тоже что-то проставить, так как отверстие здесь очень крупное. Поэтому я поставлю еще вот такие вот бусинки. Они заходят в отверстие, и бусинка становится идеально ровно по центру. Вот так, посмотрите. Я думаю, неплохо эта бусинка будет, да? Тоже мне нравится она. И здесь мне уже нужно смотреть, чтобы по центру была бусинка большая, и вот так стояла палочка. И здесь мне нужно еще поставить какую-нибудь бусинку. Сейчас я подумаю. Вот так у меня получилось. Я смотрю, вроде бы неплохо смотрится. А если поставить просто бусинки, вот такие у меня есть медные. Если их попробовать поставить, сейчас попробую. Неплохо смотрится бусина, но здесь много, и поэтому уходит туда палочка. Мне не нравится. Сейчас я попробую еще один вариант. Вот в итоге я остановилась на таком варианте. Все сошлось у меня, все легло ровненько. И на последние бусинки я надела самые маленькие. По-моему, 3 или 4 миллиметра. Они нам понадобятся, чтобы не было видно мемори проволоку, так как я буду ставить вот такие вот шапочки, колпачки плоские, и будет это накрываться, чтобы не было видно мемори проволоки. Сейчас я начну делать и покажу, как нужно нам загнуть мемори проволоку, сделать петельку. Я загибаю на себя, в мою сторону, ко мне. Это не имеет значения, так как мы сейчас это все будем
загибать. Вот так проще загнули. А теперь взяли вот так плоскогубцами и загнули вот в эту сторону. И у вас уже петелька загнутая в ту сторону, которую вам надо. И вот так подтягиваем все. Пока можно не подтягивать. Конечно, оно сейчас будет болтаться. Пока вторую сторону не затянем, не сделаем петельку, это будет двигаться. И вот, посмотрите, две бусинки становятся в отверстие, и не видно мемори проволоку. Вот так будет все стоять ровненько. Теперь переворачиваем. Это можно убрать, смотреть, чтобы там все было ровно, идеально. Бусинки стояли на месте. Это проверяю я всегда, обязательно. И теперь нижний ряд я оставлю примерно сантиметр и обрезаем проволоку. И теперь загибаем плоскогубцами себе, вот в таком направлении, как я сижу. Петельку загнули, и теперь надо нам ее в эту сторону загнуть, где будет второй ряд. Вот так. Пока у меня здесь есть расстояние, я могу провести проволоку. Вот, надели на второй ряд, и теперь подогнуть надо. Вот так у нас петелька стоит в таком положении. И вот посмотрите, конструкция лежит ровненько. Теперь можно надевать шапочки или концевики. И вот так становятся они ровненько. Так как здесь отверстие у нас крупное, я беру вот эти бусинки. Вот такие. У меня их уже мало осталось, надо заказывать. Край бусинки становится в это отверстие и будет держать хорошо эти концевики. И они не будут двигаться. Так как здесь, видите, отверстие, оно не круглое, овальное. Таких бусин нету. Ну и подобрать тяжело что-то. Ну а здесь, в это отверстие, становятся только такие бусинки. Хорошо. Что-нибудь конусом, например, если у вас есть. Можно, наверное, такие шапочки, но не зайдет в отверстие край. Ну и теперь мне остается набрать бусинки, и колье наше готово будет. Вот такой набор у меня получился. Здесь я тоже поставила бусинку пластиковую. Вот такой карабинчик у меня будет. И теперь и колечко вот такое. Теперь мне нужно загнуть. Украшение готово мое. Я поставила карабинчик и такое соединительное колечко. И поставила удлиняющую цепочку. Так намного красивее смотрится. Не стала я ставить большое колечко. Не очень уж оно здесь смотрится. И вот такое украшение у меня получилось. На мой взгляд, очень хорошо смотрится медная фурнитура с таким синим цветом. Очень даже красиво. Напишите мне, понравилось мое украшение вам или нет. Кто любит медную фурнитуру, тоже напишите. Очень оригинальная, стильная. Посмотрите фотографии в конце видео обязательно, как оно выглядит на мне. Ну а я жду от вас комментариев. Мне очень интересно ваше мнение. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Будем общаться. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.